Буквально несколько минут назад пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Благодаря четкой работе команды Никиты Михалкова и органов полиции за последнее время за решеткой оказалось много коррумпированных представителей высших эшелонов власти, депутатов и преступных элементов российского шоу-бизнеса. Только в мужском следственном изоляторе на данный момент находятся такие известные публичные личности, как телеведущий КВН Александр Масляков, бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, зять и родной сын Сергея Шойгу, Даниил Шойгу и Алексей Столяров. Не менее солидная компания собралась и в женском следственном изоляторе. На данный момент там находятся Людмила Нарусова, телеведущая Елена Малышева, певица Маша Распутина, а совсем недавно к данной компании добавились супруга пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка и Ксения Собчак. Все ниже перечисленные субъекты находятся в следственном изоляторе по разным причинам, начиная от денежной крупной взятки, как в случае с Александром Масляковым, и заканчивая трагическим дорожно-транспортным происшествием, которое, к примеру, совершила певица Мария Распутина. Однако накануне вечером произошло трагическое событие, которое самым печальным образом повлияло на физическое и психологическое состояние Татьяны Навки и Ксении Собчак. К слову сказать, что Ксения Анатольевна Собчак появилась в следственном изоляторе 2 дня назад за нарушение общественного порядка и превышение должностных полномочий. А супруга пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка находится в СИЗО уже 2 недели за финансовое мошенничество в особо крупном размере. Стало известно, что накануне вечером в связи с масштабным ремонтом, который начался в женском следственном изоляторе, часть женского коллектива временно перевезли на территорию мужского изолятора и поместили в отдельное помещение. Однако во время перемещения произошло непредвиденное событие. Несколько арестантов напали на охранников и захватили Ксению Собчак и Татьяну Навку. Через некоторое время администрации заведения удалось навести порядок и освободить женщин. Однако за прошедший час произошли тяжкие преступления в отношении Татьяны Навки и Ксении Собчак. По делу о тяжком преступлении обвиняются 10 арестантов. К месту происшествия мужского СИЗО прибыл пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете закон и порядок, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.